Всем привет! Меня зовут Ксения, вы на моем канале Банитильда. В этом видео мы с вами свяжем вот такую кофточку. Я вязала ее на котика. Мой котик получился достаточно худеньким. В объем животика у него всего 25 сантиметров. Поэтому я вам советую во время вязания мерить изделие на саму игрушку. И если вы видите, что вам маловато, не хватает, делайте прибавки примерно через 10 петель после петель подреза. В общем, обязательно мерите. Вязала я из пряжи Ярнард джинс. Мне понадобился желтый цвет и совсем чуть-чуть фиолетового. Спицы я использовала сначала, вывязывая реглан, круговые 2,5. Потом, когда соединила вязание, перешла на чулочные спицы, также номером 2,5. Еще нам понадобится крючок для обвязки, 2 пуговички, конечно. Ну и если вам нравится такая кофточка, присоединяйтесь, давайте свяжем ее вместе. После того, как мы набрали 42 петли, этот ряд мы провяжем изнаночный. Но так как у нас будет планка на кофточке, первые 4 петли, не считая кромочной, мы будем всегда вязать лицевыми. И в конце также. Кромочную снимаем, вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем все петли изнаночные. В конце ряда 4 петли провязываем лицевыми и 1 кромочная. Провяжите так ряд до конца. Все изнаночные и в конце 4 лицевых, лицевые и изнаночная кромочная. Следующий ряд, первый ряд реглана. Кромочную снимаем, вяжем 4 лицевых планки, 2, 3, 4. Дальше вяжем 2 лицевых спинки, переда, извиняюсь. Дальше у нас идет регланная петля, перед ней делаем накид, вяжем лицевую, опять делаем накид и вяжем 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. Опять делаем накид, петля реглана, опять накид и дальше вяжем 14 петель, получается спинки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Дальше у нас идет петля реглана, делаем перед ней накид, вяжем петлю реглана и после нее делаем накид. Дальше 5 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5. И опять у нас петля реглана, перед ней делаем накид, вяжем петлю реглана и после нее делаем накид. Дальше у нас идет 2 петли переда и 4 петли планки. 1, 2, 3, 4 и кромочная, изнаночная. Переворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд, кромочную снимаем, 4 лицевых планки, 1, 2,
3, 4. Дальше у нас идет уже 3 петли полочки, так как мы делали прибавление. Вяжем изнаночный ряд, то есть изнаночными петлями. Так, вот у нас петля накид. Нам нужно провязывать скрещенной, если мы не хотим, чтобы у нас получились дырочки. И эту петлю я буду провязывать за переднюю стенку петли, чтобы ее скрестить. Дальше петля реглана. Следующая петля накида, мы ее провязываем за заднюю стенку петли. И так вяжем ряд до конца. Не забываем, что последние 4 петли мы вяжем лицевыми петлями. Вот у нас опять петля накид. Эту мы вяжем за переднюю стенку петли. Дальше петля реглана. И вторую после петли реглана вяжем за заднюю стенку петли. Довяжите этот ряд до конца изнаночными петлями. Довязали изнаночный ряд, вяжем третий ряд реглана. Кромочную снимаем, 4 лицевых петли планки, 2, 3, 4. Дальше 3 петли полочки лицевых, 1, 2, 3. Петля реглана, делаем перед ней накид, вяжем петлю реглана и после нее делаем накид. Дальше у нас идет 7 петель рукава, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше идет петля реглана, перед ней делаем накид, вяжем петлю реглана и после нее делаем накид. Дальше вяжем 16 петель спинки. 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16. Дальше накид, петля реглана, опять после нее накид, 7 петель рукава, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем накид, вяжем петлю реглана, после нее делаем накид, 3 петли полочки, 1, 2, 3. Теперь здесь нам нужно сделать дырочку под пуговичку. На планке вяжем одну, вторую, делаем накид, 2 вместе и кромочная, изнаночная. Переворачиваем наше вязание. Изнаночный ряд вяжем, кромочную снимаем. Так, 4 лицевых планки, 1, накид вяжем, как он лежит, 2, 3, 4. Это у нас получилась дырочка под пуговичку. Дальше вяжем изнаночный ряд, все петли изнаночные, накид на изнаночной стороне перед регланной петлей провязываем за переднюю стенку петли. После регланной петли накид провязываем за заднюю стенку петли. Довязываем этот ряд до конца. В конце ряда 4 лицевых планки. Итак, на данный момент мы провязали 4 ряда реглана.
Нам нужно связать таких 16, то есть последний 16 будет изнаночный. Давайте их провяжем самостоятельно. Перед каждой регланной петлей просто делаете накид и после нее делаете накид. Все изнаночные ряды вяжутся изнаночными петлями, кроме первых 4 и последних петель планки. Они вяжутся всегда лицевыми. Вторую дырочку под пуговичку я приблизительно сделаю рядов через 9-10. Ну, тут опять-таки на ваше усмотрение. Кто-то хочет, может, чтобы они поближе были, кто-то подальше. Как бы. Ну, я приблизительно сделаю через 10 рядов. Я как свяжу, я вам скажу, через сколько рядов я сделала вторую дырочку. Итак, давайте свяжем, получается, еще 12 рядов самостоятельно. В конце у нас должно получиться на рукавах по 19 петель, на спинке 28, а на петлях переда, полочках, по 10 петель. Это не считая планок. Итак, провязала я 16 рядов реглана. Последнюю вторую петельку под пуговичку я сделала в 15 ряду, то есть в последнем прибавочном ряду реглана. В этом ряду мы с вами закроем петли рукава. Итак, вяжем первую петлю, снимаем. Далее 4 петли планки лицевых, 1, 2, 3, 4. Вяжем петли переда, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 петлю реглана тоже забираем в петли переда. Дальше закрываем петли рукава. Первая, вторая, так, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 20. Так как у нас петлю реглана нужно здесь оставить, но это же у нас еще петля есть, поэтому мы петлю реглана тоже провязываем и вот так вот закрываем. Все. Дальше вяжем петли переда до регланной петли. Итак, провязали 32 петли спинки вместе с последней, которую мы закрывали, это 32. И дальше также закрываем петли рукава. Закрыли петлю рукава и довязываем наш ряд до конца. Итак, довязали этот ряд. У нас петли рукавов закрыты. Вяжем изнаночный ряд. Первую петлю снимаем, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Дальше вяжем изнаночными петлями
до наших рукавов. Довязали. Теперь делаем, накидываем петли подреза. Раз, два, три, ну и 4, я думаю, будет достаточно. И теперь вяжем до второго рукава. Также изнаночными, конечно, петлями. Довязали до второго рукава, и теперь здесь также набираем 4 петли подреза и довязываем наш ряд до конца. Развернули вязание, вяжем лицевой ряд. Первую петлю снимаем, дальше вяжем лицевыми до наших петель подреза. Довязали до петель подреза, и теперь мы будем их вязать скрещенными, чтобы не образовывалось дырочек, то есть здесь за заднюю стенку петли. К нам смотрит передняя стенка, мы будем вязать за заднюю стенку петли. И 4. Здесь, чтобы меньше образовывалось дырочек, давайте скрестим эту петлю и провяжем ее не за заднюю стенку петли, а за переднюю. И тогда вот здесь будет меньше дырочка. И довязываем наш ряд до конца. Точно так же поступаем со вторыми петлями подреза. Довяжите этот ряд до конца. Итак, я довязала лицевой ряд. Теперь давайте с вами провяжем сейчас один изнаночный, потом один лицевой и еще один изнаночный. То есть нам нужно провязать сейчас 3 ряда. Изнаночный, лицевой, изнаночный. Давайте провяжем их самостоятельно. Итак, я вместо 3 рядов провязала 5, так как голова моей игрушки не пролазила. Поэтому вам советую всегда при вязании мерить изделие на игрушку. Дальше мы будем переходить на чулочные спицы, чтобы соединить вязание. И для удобства вот эти вот петли 5 я перенесу на дополнительную спицу. Итак, я перенесла петли планки, то есть 5 петель на дополнительную спицу. И будем соединять наше вязание в круг. Ну, приблизительно по... Что такое? По 16-17 петель на спицу. Так. Теперь петли планки соединяем вместе. Берем с этой стороны петлю и с этой спицы и провязываем их вместе. Так. Снимаем петли со спицы. О, это спица. Так, дальше.
Таким способом нам нужно провязать 5 петель. Так куда же тебя деть-то? Так, это вторая. Дальше третья. Четвертая. И пятая. Не хочет провязываться. Так. Еще подрастянулась. Ничего страшного, потом подтянем. Так, все, одну спицу убираем. Вязание наше мы соединили в круг. И теперь, переходя на чулочные спицы, где-то приблизительно по 16-17 распределяем на спицы 4. Итак, наше вязание мы соединили в круг. Вот так это сейчас выглядит. Это у нас будет начало ряда. И теперь я вниз провяжу лицевыми петлями, то есть все лицевые ряды, примерно рядов 10-12. Ну, я буду мерить на игрушку и посмотрю, сколько мне хватит. Я когда провяжу, я вам, конечно, скажу, сколько я рядов провязала, и вернусь к вам. Итак, я провязала вниз 12 рядов. Теперь я взяла крючок номер 2,5 и буду закрывать петли. Вы, конечно, можете закрывать петли удобным для вас способом. Я буду закрывать крючком. Так, провязываю петлю, потом 2 вместе провязываю. При таком закрытии у нас здесь, видите, образуется как бы обвязка, столбики, чтобы сильно не закручивалось изделие. В принципе, когда мы его постираем и отгладим, оно и так не будет закручиваться, но я решила еще закрыть петли таким способом. Закройте петли так до конца. Такая каемочка у нас получается. Итак, я довязала, закрыла петли. Теперь будем вязать воротник с изнанки. Приблизительно, вот у нас было 5 петель планки, то есть 4 плюс кромочная, и где-то 1, 2, 3 с третьей. Немножко захватив планку, будем набирать петли. Для удобства можно сначала взять крючок, захватить первую петлю и вот в каждую петельку набираем петли.
Давайте так наберем петли также здесь до второй петли. Итак, я набрала петли, и этот ряд у нас будет изнаночным. То есть здесь, когда у нас будет ложиться вот так воротник, здесь у нас должна быть лицевая сторона. Первую петлю снимаем и вяжем изнаночные петли. Я провяжу лицевой гладью приблизительно 6-7 рядов. Лицевой гладью, то есть один ряд изнаночный, один лицевой и так далее. Изнаночный ряд я провязала, теперь вяжу лицевой. Кромочную снимаю и вяжем лицевыми петлями. Итак, давайте свяжем 5-6 рядов. Ну, опять-таки, тут зависит, какой воротничок вы хотите. Подлиннее, покороче. Тут уже на ваш вкус. Я провяжу приблизительно 6-7 рядов. Итак, я довязала воротник, провязала 7 рядов и закрыла обычным способом. Сейчас я хочу обвязать воротник столбиками без накида нитью другого цвета. Присоединяюсь в начало воротника. Так, вяжу воздушную петлю. Кончик нити сразу будем ввязывать в вязание и по всему воротнику провяжем столбики без накида. В уголочек будем провязывать 2 столбика без накида. Так, в следующую петлю 2 столбика. И вот в каждую петлю по столбику без накида. Давайте так провяжем по всему воротничку. Так, ну, я воротничок обвязала. Теперь я хочу сделать из соединительных петель здесь такую тоже фиолетовую окантовочку. Вот так вот. То есть она будет выглядеть вот так. Ну, заодно вот это спрячу. В общем, беру нить, присоединяюсь. И по краю, сильно не стягивая, крючок у меня 2,5, пройдусь сначала по верху здесь. Так. И вот до этой петли. Как-то так. Теперь развернусь, и будет немного неудобно. И буду здесь в каждую петельку вязать соединительные столбики. Так, вот прям так, по этой вот цепочке. Угу. Ну и так я соединительными петлями пройдусь до сюда, развернусь здесь и здесь также вот по этой цепочке из петель здесь развернусь и дойду до сюда, и здесь нить закреплю.
Так, ну, я обвязку здесь закончила. Как видите, я уже пришила пуговички. Вот что у меня получилось на данном этапе. Сейчас я ее постираю, потом хорошенько отглажу, либо отпарю, чтобы ничего нигде не заворачивалось, все легло, воротничок лег хорошенько. В общем, ну, кофточка готова. Вот. Спасибо, что связали вместе со мной. Хорошего вам настроения, ровных петелек. И до встречи!